Здравствуйте! Расскажу-ка я вам о своем опыте, как сделать так, чтобы в пруду была прозрачная вода. И речь пойдет не о фильтрах для пруда. Вот создали вы пруд, залили его водой. Думаете, теперь все так и будет? Сделали фоток и выгрузили в социальную сеть. Лайки посыпались, все супер. Проходит месяц, другой, и уже не приходит в голову делать фотки, так как вода в нем совсем не привлекательная, мутная, непрозрачная. Не, если вас это не беспокоит, тогда все ок. Меня лично это очень раздражало. На следующий год я свой пруд не фотографировала, но решила, что весной 17-го я пруд помою. Помою все камни в пруду и залью свежей водой. А камней-то было полтонны. Я их по пол ведра собирала, в отдельной емкости мыла. Дно пруда мыла, как пол в доме, тряпкой. Спина болела ужасно. Камни вернула на место, снова заполнила пруд водой, включила фонтанчики и наслаждалась видом и журчанием воды. Настал 2018 год. О, ужас! Посмотрите, какого ужасного цвета вода в пруду. Я специально тогда фоткала так, чтобы воды было видно минимально. Авось никто не заметит, что вода мутная. Мыть было лень. Терпела. Но решила в 19-м опять помыть пруд. В общем, проделала все те же процедуры. Приятно смотреть на красивый чистый пруд. Естественно, в 2020 году все повторилось. Вода, особенно дно пруда, выглядела не очень. Появился осадок. Опять пообещала себе в 2021 году помыть пруд. Но лень взяла верх, и я этого не сделала. И что вы думаете произошло летом? Вода стала сама прозрачная. На фотках это хорошо видно. В противоположном углу от фонтанчика я положила в воду пистию и ряску. Они быстро разрастались, и под пистией, кстати, камни были чистые. Видать, растение питалось тем, что на дне. Это, конечно, радовало. Но где растений не было, дно было ужасное. Я опять решила, что в 22-м помою пруд. Но опять лень. А вода-то была и на этот год суперпрозрачная. И тут до меня дошло. В пруду образовалась микрофлора, которую нельзя нарушать мытьем пруда. Вот только осадок на дне по-прежнему раздражал. Это ж некрасиво. Наткнулась я на видео о пылесосах для прудов и бассейнов. Я быстро в интернет искать, где же можно это чудо купить. Нашла. Результат на видео. Вода чистая, прозрачная. Дно, лично для меня, в очень удовлетворительном состоянии. Ведь стерильность не есть природа. Кое-каких жучков я под камушками все же оставила, поддерживать сложившуюся микрофлору. Короче, не торопитесь. Потерпите немного. Все само образуется. Конечно, надо периодически добавлять свежей холодной воды, особенно в жаркую погоду. И купите себе такой пылесос. У нас он стоил около 50 евро. Но сколько времени он мне сэкономил. Здоровье, плюс хорошее настроение. И отсутствие страха, что опять придется мыть пруд.